Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Испирационе. Прогноз Таро на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте узнаем, что ждет вас в ближайшее время. И я искренне надеюсь, что Таро расклад, прогноз поможет вам разобраться в какой-то ситуации и продумать правильные решения. Вот давайте и откроем некоторые секреты с помощью карт Таро и рассмотрим предложенные подсказки. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот таков мой девиз, но я где-то вам его предлагаю, потому что на самом деле в нашей жизни, которая меняется не всегда по нашему желанию, наверное, и приходится действовать так. Ну и рассмотрим карты, значения карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Первые три карты как три знака судьбы, как секреты вашей судьбы. Заглянем с вами в будущее. Какими будут ближайшие дни? Возможно, это то, о чем вы даже и не догадываетесь. Что же будет совсем скоро? Следующая карта. Что вы внезапно узнаете? Возможно, и удивит, но это будет явно неожиданно и, может быть, потребует от вас, каких-то действий альтернативных. Это каким-то образом будет менять либо направление, либо ваши интересы, либо, игнорировать нельзя. Следующая карта. И к чему же это все идет? Что у вас прояснится с 10 по 20? Вопросы личной жизни, любви, что ждет? Что ждет близнецов в вопросах дома? Вопросы работы, документов, согласований, важных встреч, контактов, у кого-то учеба. Тоже что ждет? Ну и финансы. Что же тоже, как вас ожидает с 10 по 20? Итак, первый знак судьбы. О чем вы не предполагаете. Двойка жезлов. Вот как будто подзастряли в какой-то теме, в каком-то вопросе. Может быть, вы определяетесь с планами, потому что в принципе ничего не меняется в этой карте. Девушка смотрит в окно, но тут ведь надо какой-то план продумать. Поэтому как продумывание планов, это где-то карта хорошо срабатывает. Что это такое? Может быть, буквально вы ждете какой-то важной встречи или важного диалога, важного человека, важного взаимодействия. Может быть, этот человек откуда-то издалека. Возможно, это будет касаться вопроса документов. Вы ждете документ, да? Карта харизматичного лидера и рядом старший аркан мир. Эфир, вселенная, интернет. Есть явно какое-то взаимодействие. К примеру, у кого-то из вас, правда, может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. А может быть, это вопросы личной жизни, да, но иногда вот по огненным картам, персональным, это как страстная любовь. Но я больше, конечно, деловую сферу я здесь вижу, когда, может быть, какие-то согласования, и вас разделяет расстояние. Может быть, расстояние по времени, а может быть и по километражу. Тут какой-то сложный вопрос, вы посмотрите. Два старших аркана. С одной стороны, это какой-то выбор, и правда, по влюбленным сама по себе любовь, любовная история. В каком контексте продолжаем, завершаем или продолжаем, вот так вот может стоять вопрос. Вы же думаете тут что-то, да, мы говорили? Непонятно, как поступить. Давайте еще один знак судьбы раскроем, потому что тут есть какой-то знаменатель, хочется сказать. То есть это уже сложилось, это не совсем что-то новое. Ну, может быть, и обрастает что-то новыми, как информацией, новостями. А нет, тут надо решиться, словно пройти над этой пропастью. Может быть, это вам придется определяться, буквально по документам что-то подписывая. Иду, не иду. Подписываю, не подписываю. Как подписали, считайте, да, бумага имеет юридическую силу. Возможно, вы что-то будете доузнавать. К примеру, вы поставили перед собой какую-то тему, и иногда по пажу мечей это новости. Может быть, это новость или важный разговор с вашими детьми, взрослыми детьми, когда, не все так однозначно. Как будто два шага всего лишь, да, нужно сделать по этой жердочке. И карта нам говорит: не смотри вниз, не оглядывайся назад. Вот поэтому и девочка, наша девушка, смотрит именно в книгу, и лампочки еще как прояснение. Шаг за шагом нам предлагают что-то прояснять.
Ну а что это такое вообще? Что это за весть, информация? Еще один паш. А видимо с 10 по 20 работа сама по себе с информацией. Ого, а на кону ваше солнце. Тут явно присутствует какой-то очень важный выбор. Судьбоносный, можно сказать, выбор. А информация может быть противоречивая. Или, может быть, информация не противоречивая, но солнце, вроде бы мы и хотим что-то осуществить, но мы хотим осуществить, как мы хотим. А тут есть какие-то либо оппоненты, либо нюансы, либо новости, либо новая информация, и становится не совсем понятно. В конечном итоге, это мой будет план или это будет уже не мой план. А вот я могу сказать, что корректировать ваш замечательный план, увы, придется. Но не будет на 100% ровно так, как вы хотите. А, видимо, какие-то как узкие дорожки. Или обходить какие-то узкие места. А может быть, все же я тут вижу, ведь как над обрывом, да, вот эти 2 шага нужно сделать. И это другое качество жизни. И солнце – качество жизни. Какую-то ситуацию вы уже пережили. Она в вашей жизни была. Где-то, можно сказать, не повторить какую-то ошибку, может быть, вы пытаетесь, и так вот более целенаправленно, или просчитать даже что-то, чтобы и овцы целые, и волки сыты, ну, у каждого ведь тут по-разному. Но первая карта Паш мечей, тут как будто нужно именно, может быть, по документам, или кому-то надо сказать четкое да или четкое нет, самому на что-то решиться или самой. И, скорее всего, какая-то тема быстро она так не нейтрализуется. Вот, возможно, от того решения, которое вы примете в мае, будет зависеть вообще не только ваше качество жизни, но и приготовьтесь на последующие 6-8 месяцев по аркану Солнца. Это вот выбрал направление, и тебе придется дальше идти. То есть ты уже потом вправо, влево не петляй. И вот что-то важное у вас здесь решается. Третий знак судьбы. Очень важное. Тут я не вижу, все же карта влюбленная. Нам говорит, сепарация только иллюзия. Может быть, это важный человек в вашей жизни. И неважно, у кого-то личная жизнь, у кого-то работа. Но ведь для вас даже с какой-то персоной, а может быть, это ваше дело, хобби или то, что вы сейчас учите, да, все-таки у нас тут лампочки, да, как мы что-то изучаем. Продолжайте, мои дорогие, продолжайте. Пусть вы где-то сейчас можете, вам казаться может, я словно иду над обрывом, а получится мой проект или нет. Но даже при том, при всем, что вы будете что-то корректировать, но есть же тут смысл что-то продолжить. Для вас это будет выздоровление, избавление от боли, избавление от страданий. Давайте я еще одну карту достану. Третий знак судьбы. С чем связан? Что тут завершается? А у вас посмотрите, что завершается. Карта пусть завершается, хочется сказать. Искаженного восприятия, какой-то путаницы, какой-то неразберихи, недопонимания, страхов внутренних. Вот у вас есть вероятность, когда вы знаете раз и навсегда. Пусть это даже где-то так последовательно, пошагово. Но шаг за шагом вы оставляете как ненужный груз в 2026 году или решаете какие-то вопросы, чтобы в 2027, это факт, вас как не тяготило что-то. Не тяготило вот как эти 7 жезлов, которые пытаются нашу героиню буквально достать. Тут не все, понимаете, в вашей жизни вот как на ладони лежит. И пока мы некоторые шаги, да, пусть парочку шагов мы не пройдем, мы не узнаем. Поэтому, ну, может быть, где-то запасной аэродром и стоит иметь, по этой карте нам четко говорят, но вы что-то должны сделать для себя самих, очень важное в этот период мая. А тут вот посмотрите, вы как будто всю неразбериху, да, я сказала, оставляете пошагово в 2026 году. И у нас здесь карта внутренних страхов, сомнений, неуверенности, нашего участия. Когда мы долгое время в чем-то участвовали, и, может быть, со всеми соглашались, занимались не тем, что нам нравится, или не тем, что, в принципе, нам нужно, приносит не просто как, ну, какую-то мишуру нашей жизни, или куда мы много тратим сил, а потом бонусы получают другой, но точно так же разочарование, может быть, какие-то предательства прежние, или какой-то, как неудача, неуспех, вот это все заканчивается. Вот есть карта, колода точнее карт, колесо года. Там называется аркан страшного суда «Дорога к солнцу». Вот у вас дорога к солнцу.
Итак, давайте узнаем. Очень интересно. Что же будет для вас внезапно? Возможно, как раз и новость, что вы неожиданно узнаете, и это изменит ваши планы, но не оставит вас равнодушными, не оставит вас игнорировать какой-то момент. А потому что пятерка мечей какой-то конфликт. А что с этим конфликтом? Ваша карта, по сути дела. Даже если, девочки мои дорогие, вы меня смотрите, я допускаю, что тут тоже может быть человек, который тоже, как и вы, принадлежит к знаку зодиака стихии воздуха. Ну, может быть и близнецы, может быть и весы, может быть и водолей, или просто иметь там асцендент. Но здесь ведь может быть такая история, мы говорили, документы, да? Мечи ведь это всегда интеллект, а король мечей это у нас эксперт. Это специалист какой-то узкой области, юрист, адвокат, иногда врач, иногда люди в погонах, высокие чиновники. Здесь могут быть согласования. И даже для вас, мои дорогие девочки, вы будете более так холодно мыслить, может быть, в мужских таких энергиях, потому что нужно раз и навсегда, вот снова нам карта говорит о том, что да, тут вот известие будет, но я бы сказала, это не то, что, знаете, вот в один момент ворвалась и все перевернула с ног на голову. Нет, вы об этом думали. Вы пытались на что-то решиться. Вот, видимо, вы на что-то решитесь. Возможно, я не исключаю, что вы что-то и узнаете. Как глаза на что-то у вас откроются. Вот больше вижу так. Девушка уходит от искусственного очага к натуральному солнцу. У вас солнце выпадает. Тут может быть даже если и очень сложное решение, но которое вам во благо. У кого-то это может быть связано с личной жизнью. Но в принципе, вот тут не просто дорога к солнцу, а дорога к радости, сказала бы так. Дорога к свету. Но по рыцарю чаш это хорошее настроение, это вдохновение, это сама по себе возможность, это какая-то важная встреча, это больше эмпатии, больше взаимопонимания. А хочется сказать, у вас такие карты, как больше тепла в вашей душе и в вашей жизни. Может быть, это пока где-то как на уровне надежд. Но вопрос наш стоял конкретно, что вы внезапно узнаете. Поэтому, значит, будет какая-то новость, которая вас вдохновит, обрадует. И самое главное, ну, где-то будет давать подсказку, может быть, даже интуитивную, что я на правильном пути, вы на правильном пути. Что прояснится, к чему все идет? Королева чаш. Здесь может быть контакт даже с человеком, приятный очень контакт, и неважно, у кого-то может напрямую королева чаш с родственниками, с близкими, с далекими родственниками или с любимым человеком. Но давайте все же расклад общий, поэтому так возьмем пошире. И тем не менее, хоть и родственники, например, да, но люди разные. Король мечей, королева чаш. Один живет вот логикой, как вы, мои дорогие, а другой живет чувствами. А может быть и правда, что прояснится, по какому-то человеку прояснится, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Так что же прояснится? Но я тут больше вижу, у вас проясняется какой-то вопрос личной жизни. Может быть и вопросы дома. Вот мы сейчас будем с вами узнавать. Да вы можете выйти победителем. Посмотрите, карта победителя. А, кстати, туз пентаклей – карта возможностей и шанса. Тут личную жизнь, дом обустроить. И хотя жезлы – это больше деловая карта, победа, которая касается, ну, может быть, решения вопросов работы, ваших достижений. Ну, или пусть это будут документы. Вот, ну, значит, так или иначе, даже если личная жизнь, но документально вы что-то обустраиваете, и для вас это тоже более сильная позиция. Может быть, это есть какая-то возможность. Вы пытались решить какой-то вопрос, а вот этой лазеечки вы не видели. А вот здесь она уже будет. Она проясняется. Личная жизнь. Что ждет близнецов? Любовь, личная жизнь. Работа в команде. Может быть, для кого-то из вас, да, вот все наоборот. Тут у нас вроде бы выпадают через чувства, как раз что прояснится. А на любовь нам такая более конкретная карта. Но вы знаете, иногда я ее трактую как карта экзамена, работа в команде. Когда, как работа на дому, кстати. Для кого-то из вас личная жизнь, но правда, может быть, стоит на кону какой-то очень важный проект, и вам нужно его или доизучить, или приобрести какие-то знания. Возможно, мы тут сертификат какой-то получаем, важное разрешение, бумага,
куда-то пишем запросы, и это, пусть это будет касаться личной жизни, обустройства, по сути дела, да, или организация собственной жизни. Но это может быть сопряжено с какими-то бумагами, документами, опять же, контактными лицами, но тройка всегда карта будущего, значит, вы видите свои перспективы. Это по поводу чего? Что же ждет? О, как? Аркан Дьявол. Желают совершить именно так, как желают близнецы что-то. А карта говорит, что, ну, может быть, вами и руководит, точнее, какое-то желание, но будь гибче. Потому что, когда выпадает 15-й аркан, нам нужно не попасть в какую-то зависимость, конечно. Хотя эта карта, между прочим, будем говорить так, страстная любовь, а мы с вами смотрим на любовь. У кого-то страстная любовь, желание быть вместе, почему нет? Но тогда какой-то, как вопросы быта или каких-то еще последующих согласований вам предстоят. Вообще 15-й аркан, нет ведь карт только плохих или только хороших. 15-й аркан нам дает физическую силу, раз. И, кстати, пентакли помогает, например, если ваши денежки где-то задерживались, получать эти самые деньги. Тут есть какой-то ваш интерес. Точно, деньги тоже присутствуют. Поэтому вопрос денежный, даже в личной жизни, он у вас может быть решен положительно. Может быть, это напрямую будет связано как-то с домом. Давайте откроем карту дома. Карта неожиданностей, карта неожиданных информаций. Или карта поездки, перемещения, либо вас куда-либо, либо к вам кто-то. Может быть, и есть какой-то союз, когда с человеком вас связывает не только страстная любовь, чувства, но, может быть, даже, знаете, как в вашей паре желание построить бизнес. Ну, может быть, у кого-то уже есть, да? Или как какой-то новый вид дополнительного дохода. Ну, здесь не все просто страсть. Ну вот, наверное, тут и как и страсть по 15-му аркану, ну вот так и деньги. Вот есть какая-то взаимосвязь. А на вопросы дома тут что-то будет меняться. И, может быть, вы тут, смотрите, вот если мы говорим на дом, то это и есть где-то карта тыла. Карта подсказывает, избегая, в принципе, близнецы, избегайте толпы, мои дорогие. Меня несет толпа. Это фраза такая, которая заставляет задуматься, потому что толпа несет, мы собой не управляем. Но если мы говорим о тыле, да, эта карта иногда символизирует дом, это эмпатия, безусловно, это наши близкие, которые нас любят, это нежность, это ласка, Верховная Жрица. Вот хочется что-то вам создать, но, может быть, есть и какие-то темы по части личной жизни и дома. Может быть, хочется что-то изменить, когда либо не все на 100% идет так, как хочет, желает, именно вот близнецы желают, но, может быть, и все же, это, знаете, как какая-то зацепка, это ваш интерес, это, может быть, и страстное желание. Все же вам позволяет от чего-то не отказаться, отказаться преждевременно. И, может быть, как-то суметь соединить или наоборот и разъединить, распутать какой-то гордиев узел, наверное, у каждого тут будет по-своему. Потому что тут решение как на уровне интуиции. Может быть и так. А что это вообще за ситуация по дому? На кону императрица вопросы семьи или вопросы вашего места пребывания, проживания. У кого-то действительно вопросы дома и личной жизни. Это как единое целое. И вполне вероятно, кто-то, даже если один или одна, вы знаете, а ведь тут вы можете и познакомиться. Единственное, астрологически нам говорят, не торопись как бы обрастать этими новыми связями. Они тебе сейчас не столько элемент новизны и количества, сколько качество для вас важно. Тут ведь может быть такое новое знакомство, которое, ну, прямо зацепило, не могу, называется. Но вот, видимо, быть более прозорливым определенно стоит, потому что я не исключаю, особенно по части нового знакомства, чтобы тут, ну, как-то так вопрос, может быть, денежный, не прошляпить. Вот это и есть такой момент. Как будто узнай лучше человека, если ты его встретил вчера. Ну, так я условно говорю. Вот для тех, кто не знает именно, да, тогда еще предстоит узнать.
Ну, то, что интерес может быть к какому-то человеку, это точно. Но для тех, кто в паре, то это уже как новый формат может быть отношений. Или вы всерьез задумаетесь об этом, и причем не просто с позиции было бы неплохо, а вы тут что-то можете продумывать и по документам, и конкретно по части проживания, работа, девятка мечей. А вот тут что-то вот крокодил не ловится, не растет кокос. Правда, карта искаженного восприятия. Две девятки. А вот смотрите, тут как будто ничто не могли поделать с этой работой. Долгое время были вынуждены довольствоваться тем, что есть. Хорошо, что же сейчас? Вы можете продумывать какой-то план по семерке чаш, но как будто вы не решаетесь к нему приступить. Вам никто не мешает. Вы знаете, я бы сказала так. По работе повезет, вот, ну, повезет в том плане, что такие энергии с 10 по 20. Если ты сам себе как руководитель, то у тебя больше будет получаться. Может быть, и есть смысл задуматься о дополнительном доходе или задуматься о той работе, которая может быть как работа на дому, кстати. Или когда вы строите карьеру, когда вы говорите кому-то, что делать, а не вам говорят, что делать, так делай, так не делай. Тут вот именно нужно, понимаете, как свой интеллект, свой ум, свои знания, умение общаться вам нужно перевести на новый уровень. От этого, вот как будто карта говорит, ведь это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, но вас, во-первых, не будет устраивать быть вот на этих вот, знаете, как запасным аэродромом для кого-то. Вот вы можете чувствовать такие энергии. Может быть, и вам захочется что-то такое создать, и вам придется разузнать, каким образом этот механизм работает. Но посмотрите, у вас девятка пентаклей, восьмерка пентаклей, десятка пентаклей. Поэтому давайте в целом подведем итог. Тут есть возможность как и что-то стабилизировать, разобраться в каком-то вопросе, причем в любом по работе. Или с какими-то важными людьми все-таки, может быть, у вас и получится встретиться. Но я не могу сказать, что это буквально произойдет с 10 по 20. Может быть, и есть в вашей жизни важный человек, с которым эта встреча может быть перенесена на какой-то срок. Ну, к примеру, если вы хотите, чтобы кто-то вам протеже или разузнать по предложенной работе подробнее. Где-то карта говорит, ты тут сам не торопись. Для тебя сейчас важно что-то четко просчитать, видеть четко, как и перспективу или плюсы, и минусы точно так же. Возможность есть, но больше возможностей для тех, кто работает сам на себя, по крайней мере с 10 по 20, или для тех из вас, которые всерьез задумались о личном творчестве, или уже скреативили, создали, да, или личном деле, личном бизнесе, или, может быть, как получение знаний, чтобы иметь возможность работать из любой точки мира. Отшельник, ведь понимаете, что нам говорит? Тебе никто не должен мешать. Понимаете, вот ключевой, наверное, вопрос, который для вас будет важен именно с 10 по 20. Это все то, что касается работы ваших достижений. Ладно, что уже с деньгами? Все сохраняй. Но нам уже тут не одна карта сказала, что деньги есть, деньги будут. Но тут, в принципе, это как карта якоря, стабильности. Но не торопись куда-то тратить. Кто знает, может быть, это вам еще и пригодится. Это карта наблюдений. Когда мы, ну вот как есть именно денежное положение, я не могу сказать, что это быстро идет в рост, но, собственно, и откуда к нам приходят деньги, если вопрос работы, здесь тоже что-то как в пересмотре идет. В пересмотре только, мои дорогие близнецы. Но пока еще это не то, что мы инвестируем уже буквально в себя, даже если, да, ну тут, видимо, тогда нужно что-то просчитать. Вот есть увязка. Тут нужно именно, ну, как траекторию последующую, может быть, опять же, аркан Солнца, до конца года продумать. Может быть, и план создать, а может быть, и несколько этих планов. Перекладывайте на себя, но тут у кого-то может меняться и статус где-то по работе тоже, а у кого-то может меняться статус через личную жизнь. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши добрые и искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, и ссылки я оставлю в описании под видео. И, кстати, там же будет ссылка на телеграм-канал, тоже подписывайтесь, там собрано все мое творчество. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.